От известных фигур мирного протестного движения Виктора Бабарика, Николая Статкевича, Марии Колесниковой, Максима Знака нет никаких новостей и корреспонденции более полугода. К некоторым политзаключенным долгое время не пускают адвокатов. Сложно получить необходимую и достоверную информацию о состоянии здоровья политических узников, их правовом положении и ряде вопросов, представляющих большой общественно значимый интерес. В международном праве есть специальный термин «инкоммуникадо», о котором мы расскажем в этом выпуске. Инкоммуникадо или содержание под стражей без связи с внешним миром обычно понимается как содержание под стражей, при котором лицу отказывают в контакте с членами семьи, доступе к адвокату, независимому врачу и правозащитным организациям. Характерный для Беларуси и повсеместно распространенный пример содержания инкоммуникадо проявляется в том числе, когда задержанные даже не имеют права или возможности уведомить кого-то о своем аресте. Инкоммуникадо часто способствует применению пыток и провоцирует целый ряд нарушений прав человека, включая право на справедливое судебное разбирательство, принуждение к даче признательных показаний, неоказание медицинской помощи и другие формы жестокого и бесчеловечного обращения. Подобные нарушения объясняются тем, что в таких ситуациях отсутствует контроль за надлежащим обращением к заключенным. Без доступа к юридической помощи и возможности общаться с внешним миром, люди, содержащиеся под стражей инкоммуникадо, становятся объективно более уязвимыми для такого рода злоупотреблений со стороны властей. Практика международных организаций показывает, что длительное содержание под стражей без связи с внешним миром относится к бесчеловечному и унижающему достоинству обращению ввиду страданий и страха, испытываемым задержанным в таком случае. Содержание под стражей без связи с внешним миром, безусловно, нарушает права человека и часто ассоциируется с авторитарными режимами или странами со слабым верховенством права. Содержание заключенного без связи с внешним миром прямо запрещено в замечании общего порядка номер 35 Комитета ООН по правам человека и минимальных стандартных правилах ООН в отношении обращения с заключенными и других международных документах. Стоит отметить, что в своей практике Комитет по правам человека ООН неоднократно приходил к выводу о том, что содержание инкоммуникадо нарушает международные стандарты, установленные перечисленными выше документами. Государства, являющиеся участниками названных международных инструментов, обязаны соблюдать стандарты, закрепленные в них, а также следить за тем, чтобы национальное законодательство и практика соответствовали этим принципам. В своем недавнем отчете Управление Верховного комиссара по правам человека установило, что задержанным в Беларуси было отказано в основных гарантиях. Им не сообщали о причинах их задержания, о предъявленных обвинениях. Они не могли общаться с родственниками, которым часто отказывали в представлении информации. И в большинстве случаев им отказывали в медицинской помощи даже при наличии ран. Кроме того, им не предоставляли юридическую помощь, а адвокатов к ним не допускали. Мы видим, что режим делает все, чтобы пытать политических заключенных даже после того, как посадил их в тюрьмы. Политика массовых пыток, начатая режимом в 2020 году, набирает обороты, но рано или поздно виновные будут привлечены к ответственности. Вы можете поддержать работу правовой инициативы на Patreon по ссылке в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте о ситуации с правами человека в Беларуси.